Всем привет! Вы на канале Дело мастера Боится. В этом видео я расскажу и покажу, как установить каркасный бассейн фирмы Bestway 5619D на земельном участке. Каркасный бассейн упакован в такую капитальную картонную коробку. Здесь есть его характеристики. Bestway 5619D. Он имеет размеры в диаметре 4,27 метра и высоту 1 метр 22 сантиметра. У меня есть земельный участок примерно 4,5 на 5 метров. Это квадрат. Он перекультивирован, сорняки удалены и уже несколько раз земля пололась. С правой стороны есть небольшая зона отдыха. Здесь посажена газонная спортивная трава. И здесь поставим зонтик и шезлонги. А в этом месте необходимо установить каркасный бассейн. Справа находятся кусты винограда, слева дерево, а с той стороны малина. Но примерно по 1 метру будет оставаться до этих кустарников, и бассейн будет чистый от веток и листьев. Я буду устанавливать бассейн на землю без использования пенополистирола или пенопласта, потому что у нас теплое лето и вода не будет остывать даже ночью. В первую очередь необходимо определиться с местоположением бассейна. Для этого возьмем рулетку и с помощью веревки и колышка сделаем круг местоположения бассейна. Сначала находим центральную точку нахождения бассейна и с помощью веревки и колышка по периметру чертим круг. Вот такой получился круг, где будет установлен бассейн. В первую очередь необходимо убрать все камни, стекол и мусор, которые есть по периметру этого круга. Вот такие камни, кусочки проволоки и металла могут проколоть бассейн, и придется его заклеивать. После уборки мусора необходимо взять садовый каток, любую трамбовку и хорошо утрамбовать землю, чтобы она была как можно тверже. Теперь необходимо эту поверхность выровнять, чтобы она была максимально горизонтальной, не было бугров и впадин. С помощью строительного уровня и длинной рейки для гипсокартона проверим горизонтальность всей площади. Как видим, немного есть завал в сторону. Необходимо выровнять эту поверхность по горизонтали. И после этого необходимо сделать подсыпку просеянным песком, для того, чтобы выровнять почву и убрать все неровности, которые были на земле. Песок обязательно должен быть просеян, чтобы туда не попали камни, острые ракушки и стекла. Вот весь круг подсыпан песком. Так как у меня немножко наклон земли идет, с правой стороны внизу толщина слоя примерно 7 сантиметров, а вверху, где толщина должна быть маленькая, 3 сантиметра. Это минимальная толщина, которую можно допускать. После этого я с помощью все той же ровной рейки выровняю слой песка, чтобы он был ровный и как можно горизонтальный.
Еще для этой цели можно использовать обычное длинное строительное правило. Вот уровень по площадке выровнен. Теперь необходимо песок хорошо притрамбовать. Для этого используем виброплиту или, если ее нет, садовый каток. Если у вас катка нет, то можно просто ногами притоптать весь песок или же используя трамбовку из дерева. Вот поверхность песка притрамбована. Осталось слегка разровнять песок, и можно сверху ложить подложку под бассейн. После этого мы используем подкладку под бассейн фирмы Intex 58-93-2. Постилка имеет плотность 100 мг на метр. Будем ее стелить. Вот подкладка 4х5 на 4х5 наложена на свое место. И осталось смонтировать бассейн. Осталось распаковать бассейн. Он имеет внешнюю картонную упаковку и внутреннюю с тонкого картона. Вот такая внутренняя упаковка бассейна. Она красочная. И видно все его характеристики. Вот такая комплектация бассейна. Здесь есть система фильтрации с картриджем, трубопроводы, покрытие ПВХ бассейна, каркасная система, лестница в разобранном виде. И в этой маленькой коробке также есть части от каркаса бассейна из пластмассы. Инструкция на английском языке. В первую очередь необходимо распаковать каркас бассейна из ПВХ материала. По подкладке бассейна видно, что наружная часть серая, а внутренняя выполнена из того же материала, но квадратики голубое и серое. После этого необходимо расстелить материал ПВХ бассейна по всей площади покрытия бассейна. После этого мы возьмем два электрода и вставим по краям подложки, для того, чтобы она не скомкивалась при раскрытии бассейна. И после этого расстилаем материю бассейна по площади подложки. Теперь открываем упаковку с опорными конструкциями бассейнами. После этого необходимо сформировать опорные блоки для каркасного бассейна. Для этого используем пластмассовый один блок, одну подставку и две трубы. Главное одеть этот тройничок на основную трубу. После этого нажать на нижнюю часть фиксатора. Здесь есть внутри пружинная часть, которую необходимо нажать. Вот пружиночка.
И после этого, одевая эту конструкцию за нижнюю часть с дырочкой, вставляем ее в фиксатор и фиксируем. Вот такая должна быть часть фиксации для бассейна. Вот уже пол бассейна смонтировано. Здесь мы пока опоры под стойки не ставим, потому что они будут позже выставлены, и это будет правильно. Вот бассейн собран. Пока мы наливаем в него воду. Давление не очень большое. Здесь 15 кубов, поэтому наливать придется очень долго, около суток. Сейчас мы будем собирать для этого бассейна лесенку, которая идет в комплекте. Она упакована в такую небольшую коробку. У нас в коробке есть сами ступеньки, пластмассовые шайбы, которые одеваются на оси ступеньки, и дуги, которые также будут сверху подниматься. Будем собирать. Для начала берем шайбу и тетиву лестницы. Одеваем ее сверху, так чтобы широкая часть была внизу. Она имеет разрыв. Плотненько одеваем ее. И фиксируем в нижнем положении, так, чтобы она упиралась. Теперь одеваем ступеньку, так, чтобы она уперлась на свои посадочные места. Здесь есть две тетивы А и Б. Необходимо, чтобы на ступеньках были такие самые обозначения А и Б, иначе они не станут. Шайбу одеваем так, чтобы эта часть была внутри, слева и справа. После этого одеваем ступеньку. Также положением Б и А. Вот две части собраны лестницы. Необходимо поставить распорки, которые сделают из двух лестниц одну. Устанавливаем дуги на свое место, так чтобы отверстия для фиксации были изнутри. Для начала устанавливаем на верхнюю часть лестницы такие перемычки на болты. Вот лестница у нас собрана. Все жестко, хорошо. Проверим, как она работает.
Артем сейчас пройдет проверить, как она работает. Покажи. Все хорошо, ступеньки крепкие, ничего не прогибается и не ломается. Теперь можно ее ставить в бассейн. Сейчас Тёма проверит, как она работает, эта лестница. Разбудится и спустится в бассейн. Посмотрим, как выдерживает лестница его нагрузку. Как вода, холодная или нет? Не такая, не сильно. Еще холодновато. Я думаю, что за пару дней она прогреется, и мы еще покупаемся. Пока воды на дне немного, можно залезть в бассейн и хорошо разровнять днище, чтобы не было складок. Что мы и сделаем. После этого необходимо выставить стойки бассейна строго по вертикали и подложить под них подкладки. Они должны быть строго по 90 градусов. Подкладки я выполнил из дерева длиной 15 сантиметров, шириной 7 и толщиной 4 сантиметра, что было. Это нужно для того, чтобы не проваливались стойки и не было перекосов основной части бассейна, иначе он поломается. После этого необходимо установить систему фильтрации для бассейна. Для этого используем две муфты, один заборник с мелкой сеткой, один с крупной. И также понадобятся хомуты, которые идут в комплекте. Мелкий будет вверху, а крупный фильтр внизу. Сначала вставляем фильтр с мелкой сеткой вверху. Здесь будет самый мелкий мусор, который необходимо будет фильтровать. А в нижней части устанавливаем фильтр с крупной сеткой. Отсюда вода будет выходить в бассейн. В комплекте к бассейну идет две трубки, два шланга длиной примерно 1,5 метра, которые необходимо подключить к напорным и всасывающим патрубкам для бассейна. Сначала одеваем патрубок шланга на всасывающий патрубок. После этого необходимо подключить насос к системе фильтрации. Насос у меня выполнен с картриджем. Это самый дешевый вариант, но пока на первое время он пойдет. В насосе есть два патрубка А и Б. А это всасывающий патрубок, Б напорный. Поэтому устанавливаем насос на свое место и устанавливаем нижний патрубок на всасывающую линию. И также используем второй патрубок на напорную линию. Стараемся, чтобы не было грязи. Вот прошли сутки, и вода в бассейн набралась. Наливаем воду так, чтобы сверху оставалось не меньше 10-15 сантиметров для вытеснения воды при прыжках и купании людей. Самое интересное, что питьевая вода оказалась не голубой, а зеленоватой по внешнему виду. На дне есть небольшое количество ржавчины. Нам необходимо сделать так, чтобы теперь она стала прозрачно-голубой. Для замера температуры воды мы купили плавающий термометр для ванн в аптеке. И температура воды сейчас 22 градуса, как была в кране. Для того, чтобы очистить воду и сделать ее прозрачной, я купил 1 килограмм препарата Aquadoktор C60. Это препарат на основе хлора.
Он убивает все микроорганизмы и грибки. И вода должна стать прозрачной. Необходимо взять на 1 кубический метр воды 2-3 грамма этого препарата. И использовать его один раз в 2-3 дня. После этого включаем систему фильтрации на ночь. И утром уже можно будет купаться. В моем бассейне 15 кубических метров воды, поэтому нужно взять 30 грамм препарата на это количество. Возьмем чистое ведро, нальем 10 литров воды и разбавим в нем это количество хлора. Я возьму кухонные весы и отмерю на них 30 грамм хлора. Этот порошок имеет такой гранулированный внешний вид и характерный запах хлорки. Теперь необходимо разбавить его в воде. Вот хлор растворился в воде и почти не осталось крупинок. Можно выливать его в чашу бассейна. Раствор хлора получился очень концентрированный, и руки даже воняют белизной. Поэтому, если у вас есть аллергия на хлор, то желательно воспользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и защиты кожи. После этого необходимо вылить полученный раствор по периметру бассейна. После этого включаем насос фильтрации на всю ночь, примерно на 8-10 часов. Вставляем его в розетку. Слышно гудение. Из выходного патрубка насоса появляются пузырьки. Необходимо систему развоздушить. Для этого на верхней части крышки фильтра есть такой пластмассовый болт, который необходимо слегка прикрутить до появления характерного шипа. Вот пошел воздух. Когда прекращает шипеть, закручиваем его на место. Видно, что воздух уже из напорного патрубка не подается. Видно на воде пузырьки, завихрение воды. То есть она начала фильтроваться. Если поднести руку к напорному патрубку фильтра, то можно почувствовать хорошее давление воды. То есть она вверху втягивается, а внизу выходит. Для того, чтобы уменьшить расход хлора и увеличить его эффективность, необходимо на ночь накрыть бассейн с помощью стандартного тента, который идет в комплекте. Вот бассейн накрыт. Первый раз было тяжело натягивать его, потому что еще не растянулся на вес. Но после нескольких раз и прогрева его солнцем, он будет уже намного больше. Осталось подождать 8-12 часов и утром проверим, какая будет вода. Вот прошла ночь и посмотрим, какая стала вода. Как видите, вода стала намного чище, почти голубой. Сегодня, когда вода прогреется до 25 градусов и выше, дети начнут купаться. Водичка стала голубого цвета, хлорирована. Вот так детвора плавает. Дети, как вода? Хорошо, теплая. Сколько температура воды? 25. 25, прям как на море. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как собрать и запустить
каркасный бассейн фирмы Best Way. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.